Привет, друзья! С вами вновь Роман, испытатель электротранспорта. И вы смотрите реальный тест-драйв и подробный обзор нового электросамоката Kuga G1 2020 года от завода Geelong. Проведу испытания и расскажу о минусах данной модели. Электросамокат Kuga G1 получил признание покупателей еще в 2019 году. Основным преимуществом является высокая скорость и повышенная проходимость. Цена, кстати, в сочетании с техническими характеристиками многих приятно удивит. И поэтому данные электросамокаты разбирают как горячие пирожки. Спасибо магазину Герасмар за то, что придержали одну из моделей для нашего обзора. Да ну сколько можно-то опять? О, да, реально быстро! С учетом нагрузки, круто! Ему, походу, плевать вообще на горки, на бездорожье. Такое ощущение, как будто это прям его родная стихия. У-ху! Kuga G1 2020 года от завода Geelong выполнен из алюминиевого сплава. Исключением являются только болты, гайки, пружины амортизаторов, массивные стальные усилители на днище, соединительный элемент рулевой стойки и тормозные диски. В принципе, это практически копия небезызвестного электросамоката Falcon Zero Z10X. Но в 2020 году компания Kuga приняла во внимание жалобы реальных пользователей и провела некоторую модернизацию в серийном выпуске. Первое, на что жаловались клиенты, были рукоятки руля. На кончиках грипс присутствовали вращающиеся элементы, которые громыхали во время поездки. Теперь здесь установлены эргономичные грипсы с возможностью фиксации от проворота, но, к сожалению, не имеют влагоотводных каналов. Так что без перчаток ладони райдера начинают потеть, и вот эта дырка не спасает ни разу. Рассмотрим элементы управления. С внешней стороны руля расположены рычаги механических дисковых тормозов. Слева задний, справа передний. В плане торможения претензий нет. Но колодки установлены без захвата всей рабочей поверхности тормозных дисков, как спереди, так и сзади. Уважаемая компания Kuga, у меня есть вопросы по этому поводу. Когда на данной модели будет устранена проблема с половинчатыми тормозами? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Слева по внутренней части руля находятся две кнопки. Желтая отвечает за переключение в режим энергосбережения. И при ее нажатии электросамокат, независимо от количества включенных электродвигателей и выбранного скоростного режима, будет ехать, не превышая 25 км в час. Красная кнопка отвечает за переключение с заднего привода на полный, что позволяет быстрее стартовать с места, разгоняться до максимальной скорости и увеличивает общую тяговую мощность для поездок в условиях холмистой местности. По правой стороне руля замок включения электросамоката с вольтметром. И выше расположен курок акселератора с цветным информационным дисплеем. Включается при помощи удержания верхней кнопки питания и отображает следующие показатели: нажатие тормозов, выбранный скоростной режим, включение ходовых огней и габаритов, низкий уровень заряда батареи, значок ошибки электросамоката, спидометр, отображение режима старта с места или только после толчка ногой, пробег электросамоката, индикатор заряда батареи и значок подключения через USB-разъем с обратной стороны дисплея, через который можно заряжать телефон. При единоразовом нажатии кнопки питания происходит переключение между режимами просмотров общего пробега, пробега с момента включения и уровня напряжения батареи. Единоразовое нажатие на нижнюю кнопку Mode позволяет переключать скоростные режимы Kuga G1 с 1 по 3. Подробнее о них я расскажу во время тест-драйва. Длительное удержание этой же кнопки включает габаритные и ходовые огни электросамоката. Данного света вполне достаточно, чтобы райдера было заметно издалека, но абсолютно недостаточно для быстрых поездок в темное время суток.
И здесь многим на выручку приходит тот самый USB-разъем, к которому можно подключить фонарик, купленный в ближайшем магазине. Настройками электросамоката Kuga G1 можно управлять через меню бортового компьютера. Вход происходит при помощи одновременного удержания двух кнопок. Передвижение по пунктам происходит кнопкой питания, а настройка — кнопкой Mode. Меню настроек и возможных ошибок вы видите на экране. Также вы сможете найти это все в описании под видеороликом. Перейдем к складному механизму. Модель 2019 года имела существенный недостаток в виде гнущихся со временем болтов на зажиме. По заявлению производителя, данная проблема решена и их заменили более прочными элементами. Для сложения самоката необходимо отодвинуть два язычка и поднять зажимной хомут. Обратите внимание на возможность устранения люфта в случае его появления. Регулировка происходит при помощи двух шестигранных винтов. Кто-то жалуется на возникающий со временем скрип. Это простая притирка механизма. Достаточно смазать стыковочные элементы в случае возникновения постороннего звука. Габарит электросамоката вы видите на экране. Разложенный. Высота 129, длина 128, ширина 65, полезная длина деки 48, хвостовик 19 и ширина деки 23,5 см. Сложенный. Высота 52, ширина 65, длина 128 см. Клиренс Kuga G1 составляет 17,5 см. А теперь, пожалуй, самое интересное – комфорт поездки. Изначально электросамокат имеет очень мягкую, практически диванную амортизацию. На нем не то что стоять, на нем хочется сидеть и даже лежать. Пружинные амортизаторы маятникового типа на обоих колесах отлично сглаживают любые перепады и неровности на дороге. Регулировку можно производить при помощи прижимных гаек под вес райдера и с учетом выбранной местности для поездок. Для шоссе жестче, для бездорожья мягче. Колеса по 10 дюймов, и на модели 2020 года установлены покрышки смешанного типа. Универсальный протектор отлично подходит практически для любых поверхностей. Да ну сколько можно-то опять? Еще один вопрос к производителю. Почему покупатель должен самостоятельно дорабатывать транспортное средство после покупки? Неужели сложно сделать крылья полноценными изначально, которые будут защищать райдера во время поездки? Если дело в деньгах, тогда снижайте цену и не ставьте крылья вообще. Они что есть, что их нет. Одно название. Грязь летит на амортизаторы, на ноги и даже за шиворот. Дорогие подписчики, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по данному вопросу. А сейчас смотрите внимательно, как можно модернизировать данную модель. В ролике представлен электросамокат Falcon Zero 10X, но, как и говорил ранее, Kuga G1 с ним практически близнецы. В комплектации Kuga G1 имеет зарядное устройство на 2 ампера, мультитул и инструкцию по использованию. Разъема для зарядки 2, и если докупить еще одно устройство отдельно, то можно легко сократить время зарядки с 10 до 5 часов. Собственный вес 36 кг, довольно тяжелый, но это вполне нормально с учетом его мощности и возможностью выдерживать нагрузку до 170 кг. Большие люди будут в восторге. Ну что, погнали на тест-драйв, устроим этой зверюге настоящее испытание, замерим реальную скорость и дальность поездки. Для начала сравним расхождение показателей одометра и GPS. Так, у вас сейчас на экране 827 по GPS и по одометру, по бортовому компьютеру всего 0,7 километра. По итогу пробег с момента включения получился даже чуть меньше, чем на GPS. То есть бортовой компьютер ни разу не врет, и это очень здорово. Спасибо, Kuga. В дальнейшем я буду производить замер общей дальности поездки по родному одометру электросамоката. Мощность каждого мотор-колеса составляет 1000 Вт, то есть 2000 вкупе. И по заявлению производителя электросамокат Kuga G1 способен разгоняться до 60 км в час. Проверим, на что он способен с моим весом, под нагрузкой почти 100 кг. Третья скорость – полный привод. Максимальная скорость составляет 60 км в час. 61 видел! Обалдеть! С учетом моей нагрузки скорость просто шикарная!
Ну что ж, а теперь проверим максимальные показатели во всех остальных режимах. Вторая скорость, полный привод, 52 км в час. 52 вижу. 52 км в час, так и запишем. Первая скорость, полный привод, 33 км в час. Ну как-то да, медленно, наверное, немножко медленно. 33 вижу. 34 км в час. Первая скорость, полный привод. 2 ВД. Третья скорость только на заднем приводе, 45-46 км в час. Ну, 45 вижу. «46 прыгает. Вторая скорость, задний привод, 43-44 км в час. 43. 43,8, ну почти. Вот 44 есть. И первая скорость, задний привод, составляет 32-33 км в час. Нет, 33 км в час. Его максималка. 33 км в час видел. Ну что, нормально? Свои 60 он реально выдает. Это круто. А теперь проверим запас хода. Я полностью зарядил аккумулятор после замера скоростей. На улице сейчас 28 градусов. Идеальные условия для замера дальности хода. На одометре 76 километров. Будем считать точкой отсчета. Кататься я буду, стараясь топить на максимум. Не переживайте, водительские права у меня есть. А если где-то и замедлюсь, то это компенсирует поездка по бездорожью. Kuga G1 оснащен 52-вольтовым аккумулятором на 18,2 ампер-часа и по заявлению производителя способен проезжать до 70 километров на одном полном заряде. Но это при идеальных условиях, которые вы сейчас видите на экране. Я же провожу испытания таким образом, чтобы вы получили ответ на вопрос, не сколько он проедет, если на нем тошнить, а сколько он реально проедет, если на нем топить на всю катушку. I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Так, друзья, тест-драйв идет. Приехал с Филей к Новодевичьему монастырю. Значит, самокат сам очистился как-то. Поотлетала грязь основная, которая была. Вот здесь остались следы, это логично, на шкурке. Аморты, конечно, практически в идеальном состоянии, можно сказать. Новодевичий монастырь. Так, друзья, ну все, электросамокат Kuga G1 от завода Geelong 2020 года полностью сел. 42,6 вольта, одометр 106 километров. Сейчас на экран вам выведу таблицу, что получилось, с какой нагрузкой ехал. Врать не буду.
По максимуму пытался топить в лесу. То есть получилось, что там я ездил в основном преимущественно на полном приводе и второй скорости. Просто разогнаться там до третьей — это просто сумасшествие. Естественно, не получилось до третьей разогнаться в лесу. Но там я гонял на полном приводе, это очень удобно. После того, как я выехал из леса, я топил уже на заднем приводе. В городе это актуально. Полный привод не нужен. Ездил под максималку, менял режимы 2-я, 3-я скорость. Это значит, среднячок получается от 42 до 60 км в час. Средние показатели моей скорости. То есть средний скоростной режим у меня был от 42 до 60 км в час. Ну что ж, по дальности, я думаю, это очень даже неплохо. Если я не ошибаюсь и правильно посчитал, с 76 до 106 это 40 километров. Пробега с нагрузкой 100 килограмм сверху. 97 плюс рюкзак с техникой. В общем, для данного электросамоката, считаю, очень неплохие показатели. Самокат универсальный, да, для поездок как в городе, так и по бездорожью. Ну и, естественно, тест-драйв я провел таким образом. И по лесу, и в грязи, и в городских условиях. Я думаю, что можно даже и если райдер весит 70 килограмм, топить где-то 30-35. Это очень быстро для города среди пешеходов. Я думаю, 70 он реально проедет свои, как заявляет производитель. Блин, это очень круто. Таблицу технических характеристик и цену Kuga G1 2020 года от завода Geelong на момент съемки видеообзора вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. По итогу необходимо отметить, что электросамокат Kuga G1 2020 года от завода Geelong является прекрасным универсальным транспортным средством, которое подойдет для поездок по городу и за его пределами. Остался, конечно, осадочек из-за крыльев и высоко поднятых тормозных колодок. Если хотите узнать актуальную цену на момент просмотра видеоролика, пройдите по ссылке в описании на официальную страницу магазина. Напишите в комментариях, что вы думаете о данной модели. Ваше мнение будет полезно для миллионов зрителей. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и электросамокат Kuga G1 2020 года из магазина Герасмарт. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Впереди, как всегда, очень много интересного. Тоже мне испытатель, подножку не убрал.